Гиря массой 500 грамм соединена с другой гирей массой М2, легкой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок. Чему должна быть равна масса второй гири, чтобы первая гиря двигалась вверх с ускорением 2,4 метра в секунду в квадрате. Первая гиря двигалась вниз с тем же ускорением. Трением можно пренебречь. Как известно в задаче, масса гири равно 500 грамм. Ускорение, которое она должна получить, равно 2,4 метра в секунду в квадрате. Нужно определить массу М2 в двух случаях. Мы определимся сначала с чертежом этой задачки. Есть блок, к которому переброшена нерастяжимая нить. Это груз М 500 грамм. С другой стороны неизвестный груз М2. Нужно определить, какой здесь должен быть вес, чтобы в первом случае вот эта гиря двигалась вверх. Это первый случай. И второй случай, когда должна двигаться вниз. Ускорение должно быть одинаково в первом и втором случае. Сначала определим, чтобы она двигалась вниз, эта гиря. Движение вниз определим. В этом случае мы должны рассмотреть, какие силы здесь будут действовать. Для того, чтобы увидеть, как этот блок получается неподвижный, и на него действует, с одной стороны, сила реакции с этой стороны, а с другой стороны на него действует два натяжения нити, с одной и с другой стороны. Натяжения нити будут одинаковые. Для этого стоит посмотреть вот такой файл 004, 015, в котором определены силы, действующие на неподвижные блоки, подвижные блоки. Там показано, почему неподвижный блок силу не меняет, с двух сторон одинаковые, а меняет только направление. Если мы рассматриваем ту ситуацию, что вот этот груз должен двигаться с ускорением вниз, получается, что этот, естественно, должен быть меньше. Какие силы здесь действуют? Здесь действует вес этого груза, пишем его P. Здесь действует вес тоже этой гири, который определен как P2. Какие силы действуют вот для этого груза? Здесь действует вес P и противодействует ему сила натяжения T. Разница этих сил двух даст нам ту силу, которая даст этому телу ускорение вниз. Если мы P отнимем T, у нас будет какая-то сила. И эта сила, согласно второму закону Ньютона, даст ускорение этому телу вниз. Мы можем написать таким образом, что mg, да, кстати, P это равно mg, P и P2 равно m2g. mg минус T – это будет та сила, которая обеспечивает движение вот этой массы вниз. Равно m, то умножить на a с этой стороны. То вот именно для массы 500 грамм будет записано уравнение вот такого типа. Сила, действующая вниз, минус сила, которая противодействует, даст силу, которая создаст ускорение согласно второму закону Ньютона. Что касается этой части, здесь получается, что тело должно двигаться вверх. Наверняка будет больше, чем P2, и она обеспечивает вот эта разница, то же самое ускорение, какое и здесь. Ускорение для них одинаковое, потому что у них нерастяжимо. Разница в чем? Что это ускорение направлено в эту сторону, сила здесь, а это ускорение направлено вот в эту сторону. Разница в знаках, а модули у них одинаковые. Для этого запишем как T отнять m2 будет равно m2 умножить на a. То на систему уравнений. Что здесь известно, что неизвестно. Неизвестно T и неизвестно m2. Что можно сделать? С точки зрения алгебры можно сделать следующее. Если мы к уравнению с левой и с правой части добавляем одно и то же самое значение, какое-то либо число, либо выражение, оно не меняется. Добавим первому уравнению, добавим второе уравнение. Почему? Потому что второе уравнение, если здесь какое-то число равно этому числу, это можно добавить сюда, это можно добавить сюда. Добавляем левую часть к левой части, правую часть к правой части. Хотя, в принципе, можно наоборот, это не играет роли, они же одинаковые. Переписываем первую левую часть mg минус t, плюс t минус m2g, минус m2g. И равно чему? Равно сумме тоже ma прибавить m2a. Как видно, здесь можно сократить вот это значение, что известные переносим в одну сторону, неизвестные переносим в другую сторону. Здесь какие известные? mg известные, и вот это ma тоже известные. А вот где m2, это неизвестное значение. Значит, ma переносим сюда с минусом, получается mg минус ma равно, а это переносим сюда. m2a это вот эта часть, и минус переносится с плюсом, плюс m2g. Что можно сделать? Можно вынести за скобки здесь m, здесь будет g минус a, здесь тоже можно вынести за скобку m2. Что здесь будет а плюс g. Итак, m2 в этом случае будет равно mg минус a делить на а плюс g. Что нам остается? Подставим эти значения. 500 грамм. Это будет 0,5 килограмма. Сразу давайте переведем. G минус А. 9,8 минус 2,4 метра за секунду в квадрате. А внизу то же самое, только плюс будет. 9,8 плюс 2,4 метра за секунду в квадрате. Эти величины определения сокращаются. Получается только 1 килограмм. Мы получаем 0,303 килограмма. Для того, чтобы тело массой М двигалось вниз ускорением, чтобы масса М2 равна 300 грамм. Это когда движение идет вниз. Теперь нам нужно посмотреть второй случай.
случае какую массу М2 нужно зацепить в это положение для того, чтобы тело М двигалось вверх с таким же точным ускорением. Посмотрим, какие будут здесь пропорциональные действия сил. В этом случае Т у нас было меньше для того, чтобы... А здесь, наоборот, будет Т больше. Мы здесь должны знаки поменять места. Т больше, чем вес вот в этом уравнении. Т минус МЖ равно М умножить на А. А здесь, естественно, P2 должно быть больше, чем Т, потому что М2 должны двигаться вниз для того, чтобы тело М поднималось вверх. Здесь тоже поменять местами. М2Ж минус Т равно М2. В принципе, можно сделать то же самое по такому принципу. Первое уравнение, прибавить второе уравнение, посмотреть, что у нас получается. Как видите, сразу можно определить, что Т здесь сократится. Итак, левая часть первого уравнения Т минус МЖ, МА плюс М2Ж минус Т. Добавим левую часть второго уравнения. Теперь сложим две части. Правую часть первого уравнения и правую часть второго уравнения. Итак, будет МА плюс М2. Видите, опять Т у нас сократились. Нам нужно определить М2. Давайте перепишем вот это М2. Здесь у нас положительное значение, МЖ отрицательное. Перенесем известные величины сюда, а неизвестные сюда. Что здесь останется? М2Ж со знаком минус М2. Здесь что получается? МА остается. И что плюс МЖ. Опять вынесем за скобки здесь М2, там М. М2 выносим за скобки, у нас будет Ж минус А. А здесь выносим за скобки М. А плюс Ж. И М2 равно вот такому значению. МА плюс Ж делить на Ж минус А. Видите, в чем разница между ними? Это нам даст сокращение. Все, подставим сюда те значения, которые мы получаем. Так, М 0,5 кг, А плюс Ж 9,8, 2,4, 12,2 метра на секунду в квадрате. А здесь делить на 7,4 метра за секунду в квадрате. Сократили и получили значение 6,1 кг делится на 7,4. Приблизительно будет 0,824 килограмма. В одном случае, для того, чтобы это тело опускалось вниз с ускорением, пишем это, должно быть равно 0,303 килограмма. А в другом случае, М2 штрих напишем, будет равно 0,824 килограмма. При таком весе это тело вниз опускается, то вверх получается с таким ускорением. А при таком весе это получается вниз, это вверх. Вот с таким ускорением.